Всем привет, с вами Банана Мастер. И сегодня мы делаем домашку по типам данных. В первом задании нам нужно было сделать 5 переменных следующих типов, а именно number, string, boolean, null, undefined. Я начну с того, что создам переменную, в которую положу такой тип данных, как string. Если мы вспомним, то string это любые символы, которые пишутся внутри одинарных, двойных или косых кавычках. То есть они написаны между вот этими кавычками. Я мог тут написать все, что угодно, и это все будет считаться строкой. Далее я создам такой тип данных, как number. Делаем переменную age и присваиваем в нее 100. Number это число, какое угодно число, целое, нецелое, отрицательное или положительное. Следующая переменная будет называться is, и в нее я положу булевый тип, к примеру false. Напоминаю, что булевый тип это false или true. Также мы можем вспомнить о том, что есть типы данных, которые говорят о том, что произошла какая-либо ошибка. К примеру, есть такой тип данных, как undefined. Сейчас мы его напишем. И такой тип данных, как null. На всякий случай я напомню, что означает undefined и null. Undefined означает, что в процессе действия у нас произошла какая-либо ошибка, а null означает, что данных не существует, то есть их нет в принципе. Следующее наше задание. Нам нужно было вывести в консоль каждую из этих переменных. Окей, давайте мы это сделаем. Первоначально я напишу console log и пропишу сюда название нашей переменной. NameUser. После того, когда я прописал эту команду, мне бы хотелось увидеть то, что все работает нормально. Для этого мне нужно запустить наш HTML файл. Правая клавиша мыши, Open with Live Server. Вот он открылся. Дальше здесь выбираю Inspect и нажимаю консоль. И в консоли мы можем заметить то, что мы видим слово Alex. То есть вот здесь я консолю нашу переменную nameUser. Значит, мы в консоль будем выводить ее значение. Ее значение это Alex, и я вижу Alex. Хочу еще напомнить то, что еще на первом уроке мы подключали наш скрипт JS в индекс HTML. И это было сделано для того, чтобы мы могли запускать наш скрипт в браузере. Так что не забывайте то, что когда мы создали скрипт, то этого недостаточно, чтобы мы начали его использовать. Нам нужно еще подключить его в HTML, чтобы потом запустить и смотреть на то, как он работает. Также прошу сделать акцент на том, что мы запускаем именно HTML, а не скрипт. Браузер напрямую читает именно HTML файл, а скрипт это как вспомогательный файл, который позволяет писать нам логику. То есть напрямую браузер открывает именно HTML файл. А сейчас я продолжу доделать нашу вторую задачу, а именно вывести в консоль все наши переменные. Нам осталось вывести в консоль переменную, которая отвечает за такой тип данных, как number, за такой тип данных, как булевый, за ошибочные типы данных, а именно null и undefined. Тут я консоль undefined, ниже я законсолю null с помощью переменной zero, который сделал еще для первого задания. Мы можем увидеть, что в консоли мы видим все наши значения, значит мы все сделали правильно и можем переходить к третьей задаче. В третьей задаче у нас теоретический вопрос, а именно в том, сколько типов данных есть в JavaScript. Давайте я напомню вам еще раз, что их всего 8. Если мы будем их перечислять, то начнем с самых основных типов данных, таких как string, number и boolean. Далее добавим object, это такой сложный тип данных, про который мы говорили, что будем общаться позже. Также ошибочный тип данных, null и undefined. И тип данных, который вы, скорее всего, никогда не будете использовать, а именно symbol и begin. Я перечислил все типы данных, которые есть в JavaScript, и тем самым дал ответ уже на четвертую задачу. На этом все. С вами был Банана Мастер, разработчик, который может объяснить все.